Народ, всем салют. Знакомьтесь, это Женя. Война войной, а рыба, рыбки, да, рыбки это наше хобби, поэтому продолжаем ими заниматься. И вот сейчас я в гостях у Жени, он проведет нам небольшую экскурсию, покажет, что у него есть. Ну так вам, для затравочки. Опа! Ну поехали теперь внимательно смотреть. Жень, скажи, пожалуйста, какая площадь этого помещения? Площадь 70-73 квадратных метра. Плюс объем аквариума да, вот объем воды вообще. в районе 5 тонн где-то. Ну, если все прям набрать аквариумы. Чтобы вы понимали, кто за кадром будет там разговаривать и перебивать нас, чтобы вы видели всех этих людей. Так, ну а мы перемещаемся к аквариуму. Вообще, по сколько литров эти аквариумы? Ну, вообще 200, ну, фактически воды, наверное, 168, по-моему, примерно. А как так получается? 200, а воды 168? 200 внешний объем аквариума, а внутренний, когда воду, размером, да, когда набираешь воду, 168. Ладно, ребят, обратите внимание, как все это сделано. Вот, я обратил внимание то, что, знаете, вот часто бывает на разводе, как попало, что попало сделано. Здесь все в одном стиле, знаете, одного плана, что очень удобно впоследствии при обслуживании этих аквариумов и эстетично. Мне нравится, как оно все смотрится. Все обслуживается несколькими компрессорами, да? 3. Один, второй, третий. Ну, сделаны все в одну систему. На всякий случай, чтобы больше прокачивало воздухом. Я еще хотел вам, ребят, показать такие маленькие аквариумы. Здесь раньше петушки жили. Но сейчас тут никто не живет. Да, война. Да. Ну, рыбку, ребята, все равно можно заказывать, правильно? Да, конечно. Звоните, пишите. Вайбер, Инстаграм, Телеграм. Все координаты, Женя, вы уже тогда с ним свяжетесь. Я вам лишь покажу, что здесь за ассортимент, какие рыбки и в каком размере. Итак, поехали. Кто у нас здесь? Вижу, тут у нас коридор крабчатый, альбиносы обычные крабчатые. Ну, тут он, альбиносики. Прячутся там. Тернеция зеленая, голубая, глошная. Она тут в ассорти вообще, да? Ну да. Разных цветов. Я уже просто, ребят, прошелся по аквариумам, глянул, поэтому могу вам сказать об этом. Все же аквариумы вы сами делали, да? Да, или все полностью резали, клеили, все сами. Ну, кое-что покупали изначально, ну, потом решили, что лучше самим клеить, дешевле выходит. Рядом сразу бросаются в глаза. Для любителей золотых рыбок, для начинающих они вообще сразу, золотые рыбки, все. Надо в баночку маленькую посадить. Да, ну, посадили к ним цихлит, они пообщипывали хвостики. Снизу, видите, тоже у нас. Ну, тут обратите внимание, тут на аэролифтной фильтрации вся. Воздушная тяга. Рыбасики. Для тех, кто не в курсе, ребята, мы находимся в Харькове. Это там, где как раз все это происходит. А вот по соседству Тернеция мятная и салатовая. А какая из них мятная называется? Мятная, более зеленая. Более зеленая? Это Более зеленая, да, это мята, салатовая, более светлая. Несмотря на то, что, ребят, все на аэрлифтах, вода вообще прекрасно. А блики такие, прям как в природе. Вода меняется раз в неделю, 20 литров вполне достаточно. А кормятся? Кормится 2-3 раза в день, утро, обед, вечер. Трехразовое питание. Тут тоже ассорти. Карамельки.
Здесь уже помпой. А здесь у нас Данюшка, да? Данюшка голубая. Ну, перемешку с фиолетовой. Надо выбирать. И где-то, да, и где-то тут пару штук водорослиедов было, где-то крошечных. Ну, они, наверное, где-то спрятались. Ну, вот один плавает. Но мы его, наверное, не поймаем. И вон еще один сидит. Да. Вот того мы поймаем. Вот он, ребята. Вот он. Спрятался. Белки, я смотрю, в аквариуме. Ну прохладно, да, здесь? ну было прохладно зимой. В данный момент сделали вытяжку, как бы отопление уже отключили, ну обогреватели все равно кое-где работают. С ними спокойнее. Да, как бы еще по ночам холодновато. Видел, вообще первый раз вижу. Здравствуйте. Я счастлив очень. Ты счастлив, да? Попал в райское место. Ну, тут тоже салатовая мята. Да, ловил какой-то, наверное, альбинос или какой, да? Нет. Альбинос, да, и плюс еще глошный. Альбинос, Ты видел такое? нет, смотрю. Думаю, то ли я раньше не обращал внимания, то ли я вижу его впервые. Тут тернеция голубая. В общем, тернация тут вообще любых цветов, Ну, практически любых. ходовой товар такой. Тут тоже тернеция салатовая мятная, лабио альбиносы. Это у тебя самого получилось от нерести? Нет, люди разводили и закрывали разводню, отдали Думаю, в связи с войной. каких ты результатов достиг, думаю, уже Не, колоть научился. не, пока колоть еще нет. Тут тоже голубая тернеция, пару штук обычной тернеции, натуральной. Мне так спортивный интерес берет. Сколько штук здесь? Приблизительно 300-400. Я бы сказал, вот знаешь, так навскидку, я думал, ну 100 штук. А тут 300-400. Не догадался бы. Гупешка разных пород, разных цветов. Это микс, да? Ну да, Ну микс такой, прикольный. кобра, да. Аппетитный, как бы, если вы видите, ребятки, выключатель. Тут термометр. Ну, вот рабочий. Да, там батарейки сильные. А вот это рабочий. Видите, как удобно. То есть в каждом аквариуме Показывает свою температуру. Да. А из чего вот это все сделано? Что это такое? Это кабель трасса обыкновенная, 40 на 40, по-моему, если я не ошибаюсь, и обычный листовой пластик. Смотрите, ребят, для тех, кто Внутрь, думает, как- внутрь вставлен профиль OSB и прикручена лампа. Все элементарно просто работает. Ну, очень просто, практично, мне кажется, то, что надо. У нас цехлитки небольшие. Для любителей цехлит. Немного релакса. Чем кормишь? Какое их основное питание? Тетрамин, копенс и заморозка, дафния, мотыль, артемия. Черный меченосец? Черный меченосец, тоже пока еще потомства не давал. Ну, уже всё в процессе, да, да? уже в процессе. Ребят, вы же учтите, да, что сейчас происходит. И в это время еще люди умудряются разводить Да. рыбок. Белая малинезия, мраморные буцы. Данюшка заблудилась. Каким-то случайным способом она сюда попала. Это ж трубки глянциков. Да, да, да. Ну, тут есть, да, нет, есть там в другом аквариуме, просто цехлитки небольшие. А, любят там, да? Да, тусоваться. поэтому поставил пока им. Понятно. Перемещаясь вниз у нас. Тут чуть-чуть мутноватая вода, ну,
Это единственный, наверное, аквариум. Да, где ну почему-то в нем единственном мутнеет. по непонятным причинам. Да. Ну я думаю, что губки вы меняли с разных аквариумов, да? Да, менял с разных аквариумов, меньше кормил, пробовал компу ставить, все равно вот почему-то она тут постоянно мутнеет. Ну да. Тут у нас оранжевая данюшка, глошная, да. Новичками рыбка Гло. Ну, популярно. То, что спрашивают, кто разводит. Это у нас Розовая, тоже гло и обычная. а рядышком. Рядышком пару телескопов, Да. крапчатые сомики и обычные аранты, кометы. Тут малек тоже не было 4 суток света, все, что осталось. Да, ребят. То, что здесь полегло, да вот. Немногие после этого вообще продолжают заниматься. Тут тоже гупешка. Это эти ж... Это не черный принц. Нет? Нет, их с Швейцарии привезли. Тоже на птичьем рынке у дедушки купил. Он так название не сказал. Красивая гупешка. Ну, самки не от них. Потом самки попереворачивались, а самцы остались. Я думаю, может, знающие люди нам напишут, как правильно называют. Тут малек гупешки, малек пиццилки. В общем, здесь живородка, да, мы? Да. Пиццилка это малек здесь. Да, от этой как раз малек, пиццилия редиска. Вода вообще мне нравится. Прозрачная, красивая. Обычно придешь на разводе, посмотришь, какие-то Зеленая. косяки, да. Даже у людей в квартире и то бывает не чисто. Да, мы идем на эту сторону. Ну давай, понял. Тут меченосец, бабочка. 3 дня назад привезли знакомые из Полтавы на разведение. Дальше у нас алый барбус. Он, как всегда, голодный, хочет кушать. Да, постоянно. Только покормишь, он все равно просит есть, все ему всегда мало. Орики также Да, ну, коридоросы почти везде, почти в каждом аквариуме. подъедают нормально. Тут у нас филомена дисковая. Прикольно, интересно. Орик сидит. Тут тоже коридоросы. Они здесь на нерест или просто... Ну, пока отсадил, потому что их некуда. Тут отдельно самки-самцы и ну, есть панды. Мальчик, девочка. А с пандами вообще получалось? Получалось, но очень плохо. Ну, мало малька. Крайне мало. Так, ребят, переходим к следующему ряду. Рядочек, Гупешка Москва, красная Москва. двадцатнички, Да, малечки ну, какие-то. самцы вылазят, сильно крупная ячейка для них. Самки остаются. Ну, самцы малька Не трогают? не трогают. Они, наверное, еще не могут его догнать, да? Наверное, из-за хвоста. Ну да. Еле-еле там гоняет. Так. Обратите внимание, ребят, как вы думаете, что вот это за циферки? Не говори, не говори. Здесь 0, там плюс 1,4, минус единица. Мы пока до конца ряда дойдем, а вы пока напишите, а мы в конце расскажем, что это такое. Тут у нас вклад. Тут огненная тетра, миноры, стеклянные миноры, валевые миноры. Ну, одна данюшка, как всегда, заблудилась. Интересно, как они сюда попадают? С очком, что ли? Ну, где-то зацепилась. Также все на эрлифте. Тоже цихлиды, зебры.
Ворон, Еловый, да. Ело. Тоже. Дайте покушать, дайте покушать. Вечно голодающие тоже. Прикольно, яркие, сочные, интересные. Такие красавцы. Тоже миноры стеклянные. Миноры. Кто у нас здесь? Тут тоже миноры и непонятная пока для меня рыбка. Ну, ребят, вы, как всегда, можете подсказать. Немного анского альбиносов. Альбиносы обычные. Ух ты. Альбинос именно тот альбинос, который у меня альбинос. А не, у меня белый, а тут я вижу желтый. Желтоватый, У да. меня белый вот такой, ну как снежинка. Белый. Да, белый. Я не вижу. В чем разница? Желтая оглушенная данюшка. Давай посмотрим. Гидра. Будет ли? Не хотят. У Ленки вот так вот, она вводила рукой, у нее прямо вот так вот. Все за ней, за рукой. Думали, что скоро. Я их недавно Здесь кормил. не дрессированные. Не, я их недавно кормил, они не все. Не хотят, да? Ну Да. ничего, в следующий раз перед съемкой неделю не корми, мы Хорошо. потом дрессировать. Вот фиолетовая данюшка. Я тут вообще даже боюсь представить, какое ее количество. Ой, честно, не считал. Я говорю, что я даже боюсь представить. Она прям кишит, как шпроты в банке. Ну, фильтр справляется, Ну вода да. не мутнеет. Не, все отлично, я просто вот количество ее просто не видел. Я не знаю, сколько они съедали. Столовую ложку за раз. Каждая. Да. Тоже Опускаемся ниже и смотрим, видим то же самое. Если не больше. Плотность посадки. что-то получается больше, что-то меньше. Салатовая, глошная, зеленая, мятная данюшка. И тоже вот лабел зеленый. Ух ты, да, вообще такой прикольный. Красавчик. Иди сюда, иди сюда. Ты куда? Ты где? Едем по тебе. Посмотрите, ребята, какая красота. Прикольно смотрится. Ну, фиолетовая данюшка. Тут покрупнее. Это сколько им по возрасту? Месяца 2,5. Совсем молоденькие, да? Ну некоторые тут он уже начали набирать. А, да, я вижу, да. Тут у нас макроподы. Аквариум не дома стоял? Дома. Дома? Дома, да. Тут уже, да, ну тут уже тумбочка. А тут у нас, ребят, У нас макроподы. знаете, да, такую рыбку? Очень выносливая. Реально многое может перенести. Креветки тоже. И креветки? Да. Вон. Под... макробрать, по-моему, да? Да. Все, увидел. Вот они. Макробрать. Ну, нормально, они вроде живут. Ну, рыбак не обижают. Да, как вы думаете, какой здесь топ? Наверное, самый-самый вкусный. Будем показывать? Ну, давай. Давай покажем. Как он такой, тортец? Аппетитный? Уже они Ходинки, ребят. отложили икру. Не получается у них пока убрать. Субстрат, да? Да, не получается убрать субстрат, потому что икра. Ребята, кто в курсе, сколько она там должна инкубироваться? Напишите, пожалуйста. И теперь же пошли, скажем ребятам по поводу того, что это за цифры. Ну, эти цифры у нас у градусников есть погрешность. Вымеряли обычным ТДС метром.
и записывали, насколько, ну, плюс-минус, Насколько погрешность, да? насколько погрешность. Где-то нулевая, где-то +1, где-то -1, чтобы понимать, какая более точная температура в аквариуме. Поняли? Тут у нас Аллофорус. Ребят, просто приколитесь, сколько его вообще. Брали у вас маленький лоточек, Да. и за год где-то развели в таком количестве. Просто вообще колоссально. Ну вот, Ну, вот этого количества хватает, чтобы кормить рыбу? Вполне хватает, раз в 3-4 дня грамм 600-700 можно собрать без глобальных каких-то потерь, чтобы не перезапускать лотки. Вообще круто. Давай покажем, что здесь, как он содержится. Содержится на мочалочке, кормим, Водичку чуть-чуть не наливаем. не доливаем, кормим овсянкой перемолотой и сухими одуванчиками. А водичка обычная? Водичка Ага. обычно с крана, с хлоркой. То есть, Хлорка полезна, да, с витаминками. с витаминками, да. Всё как положено. Да, с этой стороны нерестовички. Пока еще не доклеили, только неделю как сделали стойку. Пока тут крапчатые сомики сидят. Пока все в процессе, да? Да, пока в процессе. Ждем потомства. Ждем каких-то результатов. Сколько? Есть еще, видите, не запущенные. Ну, не запущенные, нужны обратные клапана, краники, распылители. Сейчас проблемно их заказать. То есть по Харькову нигде нету, а откуда-то заказывать по Украине никто пока не хочет отправлять. Ну да, тем более в Харьков. Ну да, тем более в Харьков. Ну вот, ребята, я думаю, видео можно завершать. Мы все показали. Спасибо Жене за то, что показал нам. Спасибо его отцу Саше и Ромчику за то, что бубнили на фоне, заполняли промежутки. Я не знаю, слышно нас было или нет, или они нас перебивали. И, ребят, если рыбка вам нужна, есть желание Звоните. заказать. По любому вопросику. Да, в описании я Подскажем, оставлю все данные Жени. Можете связаться с ним. Вы можете позадавать вопросы. приехать, посмотреть, выбрать. Будем экскурсию устраивать. Каленки не получилось устроить, там уже все, уже не все в порядке, так что будем к Жене экскурсии водить. Ну все, ребят, Все. до новых Всем встреч, удачи, пока. пока.